Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Сейчас мы находимся в подземке города Медельин. И у нас сейчас будет проходить экскурсия, которая называется Коммуна 13. А вечером мы прогуляемся по центру этого города. Сегодня нам экскурсию будет проводить Волк. Они специально проводят экскурсию по Коммуне 13, которая считается одной из самых опасных вообще в Латинской Америке. Мы прокатимся еще на кабл-кар. Кабл-кар, нет? Кабл-кар, да. Да, и увидим этот район еще также с высоты. А дальше наш путь к райончику Коммуна 13 ведет через такие кэбл-кар, то есть кабинки. Вот мы сейчас нашей группой это занимаем. У нас один гид, еще 2 человека и нас 3. Ну вот, собственно говоря, здесь разместились мы вшестером, получается, да. Всего в Медельине 16 коммун, и здесь налажен такой городской транспорт, как канатная дорога. Так как внизу проживают такие более состоятельные люди, а вверху более бедные, им необходимо постоянно добираться на работу, которая находится в другой части Медельина. Поэтому они его используют. А стоимость проезда стоит меньше $1, поэтому достаточно выгодно добираться до работы. Мы сейчас проехались по канатной дороге, получается, до самого верха. То есть это не просто канатная дорога, а, как, знаете, такое метро с различными станциями. Поэтому мы проехали сначала станции 5-6 наверх, а потом опять развернулись и спустились к низу. Сейчас мы уходим, как нам сказал гид. Далее мы поедем еще, по-моему, на автобусе. Ну и параллельно изучаем информацию о Коммуне 13. То есть всего в Медельине 16 районов. И вот 13 из них, он такой самый популярный, самый интересный. Сейчас мы уже находимся на оживленной улице, вышли из здания метро, и перед автобусом мы решили заглянуть в такую местную фруктовую лавку, которая находится прямо у дороги. Привычные нашему глазу яблоки, бананы, клубника, персики, виноград. Ну, а также есть такие вот наборы. Ананас, папайя, манго, киви. Вот такие вот есть йогурты, или даже творог это с фруктами. Нарезанный арбуз. Вот такой можете фруктовый коктейль здесь даже заказать. Ну а мы по старинке берем просто стаканы с манго. По 3000 за достаточно внушительный стаканчик. Смотрите-ка. Здесь явно больше, чем один манго. Манго очень сладкий, наверное, есть что не хватает, чтобы он был немного более охлажденным, да? Это было вообще супер. Окей. Наш гид предложил нам попробовать еще такой местный пончик. Окей. Окей, we try one. Ну давай, Али, первый, поскольку попробуй, что это? На что похоже? Ну это не пончик, да, как-то? Ну, что-то мягенькое. Похоже на маленькую булочку из рисовой муки. Они обожают вот этот вот десертик такой. Мы сначала отказались, но он сказал, что отказывать нельзя колумбийцам, когда они предлагают еду. Ну, сыр чувствуется, но здесь больше теста, чем сыра, по-моему. Ну, ничего так, когда свеженький, вкусненький, тепленький шарик. Сейчас мы садимся уже в автобус. Вот такой у нас сегодня интересный маршрут. И метро, канатная дорога, автобус. И дальше мы должны приехать в самый центр, Коммуна 13. Там интересные граффити. Ну и вообще немножко погулять по городу уже пора. Some of them ask for food, okay? We're not going to buy food for them. We are not going to give them money. They make money. They are not going to come back to the school, okay? So please don't do that. Ну, короче, там будет очень много детей, которые будут прошать, поэтому им лучше давать еду, а не деньги. Как нам сейчас рассказал гид, эти танцы ребята устраивают здесь каждый день,
Они проходят здесь весь день, потому что они таким образом зарабатывают себе на хлеб. А туристам, в принципе, интересно посмотреть и не жалко поделиться небольшой денежкой. Вот такая вот команда брейкданса. Но как мы сказали, что главная команда, основная, самая популярная, находится наверху, куда мы сейчас направляемся. То есть здесь несколько есть команд брейкданса. And nowadays it's one of the main destinations for tourists. Теперь для наших зрителей по-русски немножко. Получается, что до 2004 года это был один из самых опасных районов. А с 2004 года, там, в связи с тем, что началась вот эта вот борьба с местной армией, да, у них, они стали меняться. И у них стал развить здесь хип-хоп, брейк-данс. Здесь очень много известных танцоров, известных вообще сейчас по всему миру. Здесь стало очень много граффити. И с 2013 года у них вообще стал скачок, сюда стали заходить туристы, смотреть вот эти вот их выступления. В общем, район стал развитым. Да, ну и в 2016 году они подписали наконец-то мирное соглашение между вот этими двумя группировками, между правительством, которое пыталось удержать власть, и между вот этими гориллазами, которых они так называют. Это люди, которые, по сути, гражданское ополчение, люди, которые воевали против правительства. Ну и вот буквально 5 лет назад они подписали вот этот мирный договор, и с тех пор здесь и мирно, и туристы едут, и людям жить спокойно. А сейчас нам гид рассказал, что вот это вот граффити – это самое важное граффити, которое есть в этом городе. Потому что именно 16 октября 2002 года государство против ополченцев инициировало военную операцию. И вот вы можете наблюдать, вот рука, видите, тянется? Рука, а у нее вот манжет-то военный манжет у руки. И вот эти вот дома простых граждан колумбийских, вот видите, здесь отверстие от пуль. Тем самым они хотят показать, что вот именно в этот день огромное количество колумбийского населения пострадало в этом городе. И вот эта мама Пача, это национальный символ Колумбии, она как бы плачет о погибших гражданах. И как вы видите, в честь того, что колумбийцы это разное население, это и афроамериканское население, это и коренное население, она разных цветов. Здесь видите и коричневые вкрапления, и белые вкрапления, и так далее. А вот здесь вы видите колумбийский флаг, который тоже весь пронизан пулевыми отверстиями и как бы кровью стекает вот сюда, вот вниз, в этот цветок. А цветок обозначает новое поколение колумбийцев, которые выросли на вот этом вот насилии. Вот здесь вы видите девочку, которая символизирует новое население, молодежь, так сказать, Колумбии. И вот самое последнее, это вот эти вот два колибри. Если вы обратите внимание, они в военных шлемах. Это символ того, что расстрел мирного населения происходил с двух вертолетов с самого верха. Вот 1,5 миллиметра калибром он расстрелял. 88 человек погибло, из которых реально ополченцев было только 8 человек. Мы поднялись практически уже на самый верх этого района. Наш гид сказал, что, проходя обзорную площадку, что здесь есть обзорная площадка, но он нам покажет наиболее интересную, наиболее впечатляющую. Поэтому мы сейчас завернули в такой вот переулок. Здесь уже нет туристов. Мало кто знает об этом месте, видимо. Красивый вид, вообще впечатлений столько. Мне нравится, что колумбийцы, они такие веселые, танцующие. Особенно это заметно именно в городе Медельин. Потому что вчера вечером мы гуляли, и все танцевали, все веселились. Мы сегодня у гида спрашиваем, а что делал, какой праздник? Он говорит, так что, суббота, надо веселиться, надо танцевать. Вот это, конечно, люди, очень здорово. Эта обзорная площадка с потрясающим видом находится на территории небольшого кафе. Завернули в переулок, и здесь никого нет. Атмосфера, приятная музыка, очень красиво. Заказали сок. У меня очень вкусный
сок из фрукта под названием люло. Вкусненько. Да вот это так сказать. Вот, ну, блин, Кирилл, надо было взять. У меня маракуйя, у меня ничего необычного, потому что я не знаю, какой фрукт может быть лучше маракуйя. Ну, разве что дурят, но их здесь нет. Well, thank you very much for this excursion. I see that you very love your country and your excursion was very, very interesting for us. Oh, okay, thank you so much. We really love it. Ребят, если вы так же, как и мы, захотите посмотреть на Коммуну 13, прогуляться вместе с гидом, то обращайтесь в компанию Коммуна 13. Наш гид делает последнюю фотографию. Наша жизнь. Как он говорит, для того, чтобы босс потом понял, что он работает. Gracias. Очень веселый парень. Рекомендуем. После 12-й коммуны мы сейчас приехали в центр. Здесь, правда, шумно, сейчас воскресенье, везде рынок. И мы находимся на площади Боливара. Площадь Боливара находится практически в каждом колумбийском городке, но в Медельине эта площадь особенная, потому что здесь очень много скульптур художника Фернандо Ботера, который проживал в Медельине. То есть я хочу сказать, что Медельин был знаменит не только деятельностью Пабло Эскобара, но еще и такой известной личностью, как художник Фернандо Ботера. Художник и скульптор. Здесь даже есть музей, но, правда, сегодня воскресенье, он закрыт. Может быть, мы еще туда попадем. Но пока можем полюбоваться вот этими скульптурами в этом парке. Еще хочу отметить, что Фернандо Ботер не просто так делал такими скульптуры толстыми, пухлыми. Таким образом он видел колумбийский народ. То есть вот так вот он себе их и представлял. Причем не только народ, но еще и животных. Вот, например, посмотрите на эту девушку. Вот так вот он видит колумбийских женщин. После парка, прогулявшись там минут 30, мы доехали до ресторана, в котором сегодня планируем ужинать. Кстати, передвигаться по городу можно на общественном транспорте, очень много различных и автобусов, и метро, и еще что-то. Вот, а также на Uber. Вот мы сейчас добирались на Uber, на такси, приложение достаточно удобно и, в принципе, экономично. Вот, поэтому поездки от где-то 150 рублей, переводя на рубли, там от $2, то есть по городу передвигаться достаточно удобно. Сегодня мы решили опять поведать японской кухни. Уж очень мы любим суши и лапшу. Вот уже выбрали себе столик и ждем, когда нам принесут меню. Нам принесли напитки, мы поэтому сейчас дегустируем друг у друга. Так, я попробую свой кокосовый лимонад. Интересное сочетание, похоже немного на пина-коладу, но без ананаса. Такой, знаете, больше у него какой-то ореховый вкус. У меня сок из красных фруктов. Какие конкретно это красные фрукты не называются, поэтому остается только гадать. Но я предполагаю, что там есть арбуз, какая-нибудь клубничка. Вот, и... Не знаю, вот я попробовала, у меня четкий вкус клюквы. Может быть, мне кажется. В общем, продолжим дегустировать напитки, Да. пока ждем лапшу и ждем роллы. Смотрите, какие вкусные роллы. 4 порции, все такие разнообразные, разные. Вы не торопитесь с видами вкусные, надо попробовать и убедиться. Ну, выглядит, по крайней мере, вкусно. Очень приличные роллы. Каждый из них разный, но по-своему вкусный. Вот этот вот, я не знаю, с какой-то вот рыбкой, сушеным лучком. Вот там вот с карри и с черным Рисом, нори, да. угорь, очень необычное сочетание, но все очень удачно и вкусно. А здесь А вот здесь вот такой хороший кусочек авокадо, тоже какая-то рыбка белая, я не знаю какая, и вот сверху краб. крабовые палочки или краб. Краб, Крабовые я думаю, палочки. что это краб. Ну и запеченный ролл, да? Запеченный ролл, который еще никто не попробовал, поэтому сейчас попробую их я.
Стоимость роллов в этом кафе примерно от 20 до 30 тысяч песо. Среди всех роллов нам больше всего понравился вот этот вот черный ролл. Внутри мы видим креветку, авокадо. Черный рис это окрашен чернилами каракатицы, а сверху соус из авокадо и манго. И еще здесь посыпка из осьминога. Очень вкусно. Конечно же, мы не могли не заказать вок. Собственно, кафе и называется вок, Extraordinary Food. Я заказала пад-тай, и удивительно, что здесь не толстая лапша идет такая стеклянная, как это в Таиланде, а такая, видите, тоненькая и пшеничная. Ну, надо сразу сказать, что порции огромные. Там мы видим и яйцо, и говядина, да, или курица. Это что у нас с чем? Курица или говядина? Курица. Курица. Много овощей и много соуса, и Еще креветки, да. Арахис, как обычно. Очень вкусно. Так, вуали у нас сегодня. А здесь говядина терияки с риском, и вот эта вот посыпка, это арахис тертый. Здесь свежие овощи, и сам соус очень вкусный. Ну, что уже говорить про сам рис, это можно просто есть в одно удовольствие. Вроде как можно наелись роллами, но остановиться невозможно. Надо сказать, что очень много соуса, прям такой, знаешь. Если там еще есть соус, так что ты можешь еще больше пропитать вок. И так достаточно. И порция огромная. Ну, очень вкусно, но после таких роллов, конечно, тяжело дается. Но, надеюсь, что справимся. По-моему, мне кажется, это неплохо как раз таки дается. Не, ну хорошо, что мы сказали, что мы одну порцию на двоих лапши, потому что иначе мы бы не справились, хотя с нами есть друг Али. Который старается иногда за нас троих. Ну что ж, друзья, мы провели великолепный день в Колумбии, в городе Медельин. Мы и погуляли прекрасно, и поужинали великолепно, поэтому мы всем остались довольны. Но если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч. Всем пока. Пока, друзья. Ребята.